50-е годы в СССР был пик развития электроники. На тот момент большая электронная счетная машина была самой мощной и лучшей в Европе. А в 1979 появились первые зачатки нашего процессора Эльбрус 1, который на много лет опережал свои западные аналоги. Но вот после распада СССР отец Эльбруса Владимир Пентковский эмигрировал в США и устроился работать в Intel, где через несколько лет вышел первый процессор Intel Pentium, названный так, по слухам, в честь Пентковского. Так Америка вышла вперед в технологиях, а преемник СССР Россия осталась далеко позади. После развала СССР IT-индустрия оказалась в глубоком кризисе. И вот спустя годы в России создают первый отечественный ноутбук. Родиной его стал шуйский завод Aquarius. Вот так выглядит ноутбук Aquarius NS565. Компактный и достаточно легкий. Все характеристики на уровне конкурентов. 15-дюймовый HD-дисплей. А самое главное, этот ноутбук полностью до последнего винтика собран на российском заводе. Путин! Путин президент мира! Ура! Мы, отряды Путина, приветствуем историческое наше событие. Наконец-то это произошло! Мне будет не стыдно! И это историческое событие повлияет на судьбу всего человечества. В модели NS565 из иностранного только процессор, зато и материнская плата, и оперативная память – все производится на шуйском заводе. Ура! 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 Красавчики русские ребята! А где и когда купить? Надо отказываться от всего иностранного. Почему нет в продаже? А мне приходится выбирать между китайским ноутбуком и китайским ноутбуком, когда есть наши. Куда-то заживем! Берегитесь, Соединенные Штаты. Мы вас накажем. Импортозамещение все шансы стать словом года, но на самом деле для России тема это не новая. Запад решил отменить Россию, но они не учли того, что такой подход лишь сплотит народ и подстегнет изобретательность и предпринимательство. Одним словом, импортозамещение. А что это получается? Встали с колен, да, восстановили свой электронный суверенитет во всем, кроме процессоров. Но в прошлом ролике мы посмотрели, с чего начиналось школьное импортозамещение. Там я разбирал отечественный ноутбук для школьников, и там наша электронная промышленность показала, как она хорошо клеит наклейки, но это уже точно все. Вот это вот прям уже точно наш. Перед вами ноутбук Aquarius модели 573. Не самая последняя новинка, к сожалению, да, но еще она ого-го как может. Побегает лошадка, а? Нахуй. Все производится на шуйском заводе. Рынок производства именно ввиду импортозамещения переживает второе рождение. Я считаю, что Россия – это одна из великих стран, и в ней много всего хорошего своего. Aquarius является лидером российского импортозамещения. И не только ноутбуки. На заводе производят моноблоки, рабочие станции и много других устройств. Ну, конечно, я купил ВБУшный, и, возможно, внутри найдутся весьма такие интересные файлы. Может, даже мы узнаем, кто его был прошлым хозяином. Вдруг это какой-нибудь там учитель-педофил из какого-нибудь деревенского ПТУ. У нас выходила куча роликов про то, как я искал людей по файлам, потом пробивал их по номерам телефонов, соцсетям и каким-то данным, и потом возвращал им эту технику. Вот один из таких роликов. Да, хорошие были времена. Ну а кто знает, может, мы еще вернемся к этому. Впрочем, купить шуйские ноутбуки в обычном магазине электроники не получится. Их выпускают только под заказ для государственных и корпоративных компаний. Сейчас самые последние модели Aquarius в новых исполнениях купить просто так нельзя. А если и очень хочется, то можно не самые новые, а, например, такое второе исполнение, и цены на них, ну, не то чтобы кусаются, они просто невероятно конские. 160, 170, 200 тысяч. Не, конечно, зависит от комплектации, есть варианты и по 80, и по 54 тысячи я нашел на Яндексе. Причем даже на i5, правда, совершенно не ясно, каком именно i5. Вот этот вот ноут на i5 8250U продается за 200 тысяч. Я напоминаю, что вот это вот офисный процессор 6-летней давности. И в ноуте за 200 тысяч нет видеокарты и операционки. Короче, вы поняли, что Aquarius это элитарнейшая вещь, далеко не для каждого. Вообще, какой-то там левый гой ее никогда себе не сможет позволить. Даже макбуки американские тут рядом не стоят. Но если что-то стоит дороже, значит, оно, наверное, чем-то должно быть лучше, да?
Иначе, ну типа, зачем? На Авито вон валяются и никому не нужны без видеокарты своей. Идея хорошая, но цена не для людей, а для распиловщиков госбюджета. А это накрученные комментарии под роликами с нашим отечественным наклейкостроением. Не понимают люди, что себестоимость такого вот железа там, ну, 1020 рублей, если оно новое. Но чиновникам надо зарабатывать, зарплата-то у них крохотная, поэтому ценники в 200 тысяч совершенно нормальные. Причем по этим ценникам ноутбуки сотнями уходят в школы. Ведь подобная модель официально называется ноутбук учителя. Устройство разработано с учетом запросов российских образовательных учреждений и пожеланий учащихся. Я бы купил такой за разумные деньги и расу накатил. Ну вот видите, и ноутами интересуются наши же люди, патриоты, вот такие же, как и я. Только я делом доказываю и покупаю наши. Поддерживаю Aquarius уже не первый раз, нашего производителя. Болтать только и могут там. Я и дальше буду продолжать это делать, если вы подпишетесь и поставите лайк. Ноутбук бизнес-серии. Материнская плата разработана Aquarius'ом и производится в России на заводе компании... Есть еще одна модель Aquarius'ов, называется уже ноутбук администратора. И я вот так посмотрел, сравнил на сайте производителя эти ноуты, так что-то я особо разницы-то и не вижу. Тут у них 7 ноутбуков, и можно заметить, что есть металлические, они еще вот так вот раскрываются, есть защищенный, а остальные пластиковые, и ну на этом типа отличия заканчиваются. Выбор только из нескольких интеловских процессоров есть, а так везде одна и та же IPS-матрица с одним и тем же разрешением и частотой, тот же объем памяти DDR4, где-то одна плашка, где-то и две, везде встроенный видеоадаптер, и остальные там плюс-минус такое. Короче, отличие только в процессоре. Выбор невелик, да, но зато наше. Делайте правильный выбор. Итак, а что у нас по внешке? Крышка, простой такой с полосочками, рифлененький пластик, логотип Aquarius, наклеечка какая-то, предполагаю, что ноут был в ремонте. По бокам все стандартные разъемы присутствуют, ничего особенного. USB 3.0, HDMI, Ethernet, наушники, микрофон, даже VGA есть. На дне у нас тут стоит аккумулятор совсем небольшого такого размера, я его отстегиваю, и он оказывается напрочь китайским. Но аккумулятор это расходник. Вообще-то это универсальность решений называется, потому что наши додумались, что эта штука будет часто меняться, и надо поставить универсальную. Да, конечно, китайскую, а какую еще? А то комментарии под роликом с ноутбуком администратора состоят сплошь из жалоб и проблем. Наверное, народ хотел найти решение, да, а ноуты не популярны, поддержки от производителя нет, так что бедные пользователи нашли только этот рекламный ролик. Пароли на BIOS зачем-то еще в Aquarius'е ставят. Это, наверное, чтобы можно было поставить плашку «Внесено в реестр Минпромторга как защищенный». Ну, типа, а как еще его можно защитить? Все дно захерачено какими-то наклейками. 4 раза написано, что это Aquarius, и 1 раз вот тут, что это произведено в России. И еще вот тут Россия, пока Aquarius. Угу. Какой-то номер сервиса RMA, есть скрытая пломба и вот такой вот стикер. Петли, клей, нити. Походу, все-таки, да, он был в ремонте. Переворачиваю и раскрываю его. Внутри, ну, ноут как ноут, если честно, старый классический дизайн. Жирные рамки, тут щель какая, тут горбик под аккумулятор, клавиатура самая обычная, без ноу-хау и даже подсветка, ну типа да, зачем подсветка нужна учителю, он же днем работает. Тачпад расположен чуть левее от центра, не знаю зачем, тут внизу индикаторы, будем испытывать ноут со включенной зарядкой и без. Давайте запустим эту машину. Включаю, появляется надпись Aquarius, спамлю F2 и Delete и попадаем в BIOS. Точнее, на пароль для входа в BIOS. И пароль тут хз какой, так что посмотреть, что за BIOS, мы сможем только разобрав ноут или, ну, в системе почитать. Но мне кажется, что тут самый простой BIOS. AMI и Aquarius, ну, просто стесняются его полить, ведь там при включении крупными буквами будет написано American Megatrends. Ну ладно, запускаем систему и видим тут самую обычную 10-ю винду. Да просто нормальный человек не станет использовать дома вот эти вот все российские операционки, ну если только круг его интересов не ограничивается там одним Яндекс.Браузером и просмотром контента в нем. Альты там и RedOS, они для работы больше подходят. Там 1С какую-нибудь поставил, там корпоративную, чтобы на Западе никто не узнал, сколько ты сырков производишь, там что в них добавляешь, да. В общем, по характеристикам в ноутбуке учителя у нас вот так. Pentium 4415U за видео отвечает встройка, Intel HD график 610, 8 гигов оперативы DDR4 и 256 гигов жесткий диск. Не, ну не игровой девайс, но в целом там для офиса, для учебы вполне так
Неплохо, да, хорош. Нормальный ноут. Экран, правда, тут совершенно ни к черту не годится. Уровень 2010 года. Жесткие пересветы, конечно, да. Но хотя, может, это просто часть секретности ноутбука, чтобы сбоку какой-нибудь иностранный агент не увидел, что у тебя на экране. С такими же характеристиками на Авито ноуты продаются за 12 500, за 11, за 17, за 20. Можно взять даже с гарантией скупочных магазинов, с терабайтом памяти или NVMe накопителем. Для мне даже сейчас стыдно стало, вы бы знали, за сколько я его взял. Зато наш. Блин. Запад ослабел, опьяненный потреблением и соцсетями. Мы в России все еще трезвы. Санкции беспрецедентные, никогда такого не было. Особое внимание уделяют импортозамещению. Российские предприятия активно работают над импортозамещением. Там импортозамещение, все дела, как бы все забегали. Российские инженеры смогли сделать то, что у других не получалось. Американцы делать не умеют. Так только в нашей стране научились заглядывать в трубу. Внутри не под корпусом, а в операционке нет ничего особенного. Самая обычная десятка, вот так вот загружается процессор при просмотре видосиков в 1080. И в целом приемлемо, да, смотреть можно. И даже если я ставлю видео 4К, то на удивление этот проц тоже тянет видео. Не долбится в соточку, не зависает. Это что, это неужто это ноутбук учителя способен и на большее? Неужто оно и на игры способно, а? Гейминг на ноутбуке учителя. Не, ну тут, конечно, вебка еще есть, но она как бы такая. World of Tanks Blitz накатить в него или обычный? Место позволяет поставить обычный, и вот я загрузил лаунчер, поставил игру, и средние настройки графики в меню, когда я просто так вот кручу танк, 13-15 FPS. В бою это выглядит как-то вот так, 16-18 FPS. Неиграбельно совершенно. Не, ну я слышал, что подобные игрушки хорошо так оптимизированы под слабое железо, так что поставив настройки со средних на низкие, ситуация значительно улучшилась. Но вообще-то я подозреваю, что она улучшилась за счет того, что я пересел с европейского, с немецкого танка на наш, на советский. Но FPS в игре стал 58-70 кадров. Вполне можно играть, графика не режет глаз. А, вон и что-то, знают наши-то, какой процессор можно ставить. О, даже сейчас, спустя годы играть можно. О, хорош он, да? В общем, я отключил питание, и он работает теперь только от аккумулятора, но ничего не просело. Как было 50-60 FPS, так и осталось. Отлично. Ну а что у нас по восстановлению файлов? Может, мы сейчас узнаем, что у нас там хранилось в ноутбуке учителя? Я запустил глубокое сканирование через Hetman Recovery. Файлики, конечно же, были, но они не представляли совершенно никакого интереса. Аудиофайлы поломаны и не воспроизводились, а картинки были системные. Скорее всего, какие-то просто кэши с сайтов там со счетчиками, ну и прочий мусор. Сколько я в нем не рылся, ничего интересного, личного даже найти не удалось. А может, просто на нем до этого был какой-нибудь Astra Linux, и ну, для продажи на него просто накатили винду, чтобы уже хоть кто-то это захотел купить. Короче, ничего особенного в системе, переходим к самому интересному. Что же у него внутри? Что скрывается под этими надписями «Произведено в России»? Сёмовские отверточки мне, как всегда, помогут, и вот я раскручиваю и снимаю крышку. На обратной стороне она выглядит вот так вот, как и все крышки у ноутбуков. И тут уже мы видим наклейки с надписями, как будто бы вовсе и не российскими. Хотя я уверен, будь он российский, на нем обязательно бы это написали крупными буквами, еще и показали бы во всех новостях. И сейчас мы смотрим на плату, и что-то я как-то того самого разочарован. А где надпись «Сделано в России»? Я втягиваю одну единственную плашку оперативы, и что это? Оператива Fox сделана в Тайване. Так, погоди, я что-то не понял, а как же слова, что материнка и оператива сделаны в России? Что это? Получается, соврали, что ли? Да ну, быть не может. Не соврали. На матери нет ни одного русского слова, обычное китайское, как и в любом ноуте за 12 тысяч будет. SSD-диск тут стоит китайский, King Chuhing, но он запросто может быть не оригинальным, а просто замененным перед продажей, это вообще не проблема. Может, поэтому я и не нашел там никаких файлов. Радиомодуль тоже стоит обычный, интеловский, даже батарейка BIOS, скорее всего, еще оригинальная, японская. Так,
Погодите, секундочку, а где хоть что-нибудь российское? Вот так вот выглядит российская плата от компании Миландер, которая разработана в России и стоит типа в российских мониторах. Это где еще Максим Горшенин нашел наш российский чип, который оказался простой перемычкой. И вот по вот этой вот плате, по ней сразу видно, что она не китайская, на ней все по-русски и крупными буквами написано. И то, правда, до сих пор непонятно, где она производится. А вот это вот с чего вообще называют нашим? Я не вижу хоть одной причины. Тут совершенно вообще ничего нет. Я даже полностью разобрал этот ноут, раскурочил всю материнку, чтобы заглянуть за ее обратную сторону, и не нашел ничего. Я не понимаю, в чем тут прикол. Ладно, пропаганда говорит в рекламе про другие, там, более старшие модели, что они российские, но вот первый отечественный Aquarius NS565 по-настоящему российский ноутбук. Он же состоит из всего отечественного, да? Первый отечественный ноутбук. Родиной его стал шуйский завод Aquarius. Это одно из немногих предприятий в стране, где производят собственные электронные компоненты. Осталось только соединить их в одном устройстве. У меня чуть более старшая модель, это NS573. Он, по идее, должен быть еще более русским, да? Ну, прям совершенно, но почему-то это 100% Китай. Я что-то не понял. Они, может, первую модель для хайпа собрали в России, чтобы вот так вот показать, а другие две в Китае штамповали, а последние снова в России делают и в новостях показывают, или что? Чего это такое происходит? Что за кидалово? Мне что, надо все модели, там эти все ревизии скупить, чтобы заглянуть во все них и убедиться, что там, ну, на деле железо на 20 тысяч рублей? Причем быдло, которое просто в припадках победобесия начало биться в комментариях под этими всеми рекламами, они же оболваненные остались. Они же реально думают, что эти ноутбуки прям 100% наши, и все, мы победили, там гой, да все дела. Это стадо же, оно никогда не станет ничего проверять. Раз сказали наше, значит наше. По телевизору не врут, да. А наши-то вот каким оказалось. Астролинекс. Астролинекс? Да. Шикарно. Так проставляться надо. Это тот же самый ноутбук, что и на Авито за 12 тысяч продается. Да блин, тот же самый даже DNS уже сколько лет так 10 уже делает свои декспы. Тоже из ОЭМных ноунеймов клепает технику, но они не орут в новостях, что это наша разработка, это наши. Я в шоке, конечно. Ребятам, что смотрят меня, респект, а быдлу, которое верит телевизору, могу только соболезновать. Следующий у нас на очереди вот такой вот планшет. Вот он уж прям точно должен быть наш, прям просто 100%. Даже в госструктурах использовался, вон видно по нему. Так что, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и увидимся в